Сегодня будем готовить десерт, который без выпечки, без сдобного печенья, вот я бы так сказала, да, который не прослаивается ирисками, не заливается сливочным маслом. Сегодня будет супер изысканный итальянский десерт, который многие едят только в ресторане, и не каждый рискует приготовить его дома. А это так просто и так вкусно, закачаешься. Так что оставайтесь со мной, будем готовить. Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала, с вами Таша Муляр, вы на моей кухне и на канале Ташины рецепты. Сегодня, как и обещала в самом начале, будем готовить очень простой рецепт. И знаете, что хочу про него рассказать? А у меня, сразу предупреждаю, канал не совсем кулинарный, а так рядом с этим. Я не просто готовлю, я еще и общаюсь с вами. Ну вот, нравится мне такой формат. Ну так вот, что хочу сказать про этот десерт. Моя подруга одна сказала, у меня знакомая родственница готовит этот десерт и все время, знаешь, мне рассказывает, как это сложно, что это вот такое, вот такое. Ну, в общем, короче, мы сейчас будем развеивать мифы, что тирамису, а это будет тирамису, это вообще ни разу не сложно и очень вкусно. Значит, нам для этого с вами потребуется вот такое печенье, оно называется савоярди, или по-другому оно называется, ну, поскольку это итальянский десерт, то такие итальянские названия, называется еще дамские пальчики. Продается оно во многих супермаркетах. Если вы его до сих пор не видели, вы просто не обращали на него внимания. Спросите в супермаркете савоярди или дамские пальчики. Я купила в Ашане. Вот такая упаковка, если я не ошибаюсь, стоила, по-моему, рублей 160. Вот это вот я уже половинку выложила. То есть в упаковке вот такое количество печенья. Его и берем. Далее берем сыр маскарпоне. Тоже такое название. Маскарпоне такой, знаете, вот, ну, на самом деле это сливочный сыр, тоже итальянский, он, грубо говоря, это, знаете, концентрированные жирные сливки, я бы вот так это назвала, тоже продается везде, я купила в Ашане. Есть разных марок, неважно какой брать. Вот. И вот это, по-моему, стоило около 200 или 230 рублей. Ну, в общем, я примерно посчитала, наш с вами десерт обойдется в районе 300-350 рублей. В общем, согласитесь, что это недорого. Сейчас торт пойти купить, это какие-то сумасшедшие деньги. Вот. И готовится очень просто. Значит, для начала мы берем 2 яйца. То есть вот на упаковку я буду все писать. Упаковка сыра. 250 грамм у меня тут, пачка печенья, да, и 2 яйца. Подробные ингредиенты, как всегда, напишу в описании к видео. Яйца разделяем на белки и желтки. Существует, кстати, несколько вариантов приготовления этого рецепта. Ну, опять же, какие-то более замороченные, какие-то менее. Кто-то как-то рассказывает, но мы вот с вами сделаем все просто. Я надеюсь, у нас все просто с вами получится. Вот просто белок у меня тут. Просто у меня вот тут вот желток. И просто мы их разделяем. Далее нам потребуется не сахар, а именно сахарная пудра. Вот. Некоторые взбивают яйца вместе. Вы знаете, я так пробовала. Меня тоже, я не родилась с этим рецептом, меня подруга научила. Вот. Я пробовала по-разному, уже несколько раз пробовала. И мне вот понравился вариант такой, который я вам сейчас в результате показываю. То есть, на мой взгляд, по консистенции результата, вот это лучший, ну, это опять же на мой взгляд. Вы попробуйте там и напишите. Значит, 4 столовые ложки сахарной пудры я добавляю в желтки. И желтки сейчас буду взбивать. Почему сахарная пудра? Потому что она быстрее разойдется, консистенция будет очень мягкая. Но опять же скажу вам, один раз у меня не было сахарной пудры, и я сделала с сахаром. Просто пришлось подольше взбивать, чтобы сахар разошелся. Поэтому ничего страшного нету. Нету пудры, берите просто сахар. Нету маскарпоне, ищите маскарпоне. Вряд ли вы его чем-то замените. И вот это печенье тоже, оно специфическое. Но я еще раз повторяюсь, сейчас это продается практически во всех супермаркетах. Просто, может быть, вы не обращали на это внимания. Но это будет такой десерт, которым вот прямо, знаете, удивлять гостей. Так, взбиваем. До бела мы взбили желтки, это желтки, да, желтки с сахарной пудрой.
И далее мы добавляем сюда непосредственно маскарпоне. Все, сюда его выкладываем. Вот, посмотрите, какой он консистенции. Ну, он такой прям вот, как плавленый сыр чем-то похож. Но на самом деле, почитайте состав. Когда будете покупать маскарпоне, если будут разные варианты брендов, в составе должны быть, по сути, только сливки, больше ничего. Вот, поэтому, если там много всего в составе, то это все не берите. Берите вот, когда только сливки. Он достаточно долго хранится в холодильнике. Вот, можно впрок покупать, на них бывают акции, скидки и всякие распродажи. И теперь у нас здесь яйца, сахарная пудра, маскарпоне. Добавляем сюда, у меня это ликер миндальный, амаретто. Лучше всего купить его. Если у вас нет амаретто, можно добавить любой коньяк. Особенно чувствуется, ну, такой будет оттенок, вот этот миндальный. И добавлять именно вот сюда в яйца с маскарпоне. 2 столовые ложки я добавляю. Там по вкусу попробуйте, можете меньше добавлять. Но лучше добавлять. Это придает вот прям, знаете, такой фирменный оттенок. Мы далее с вами будем разводить кофе, в который будем обмакивать печенье. И некоторые амаретто добавляют не сюда, не в крем, а в кофе. Ну вот мне кажется, что в креме получается намного вкуснее. Поэтому попробуйте, если вы не делали, именно в крем. И я тоже взбиваю. Вот, взбила, ну, по сути, перемешала, да. На всю кухню стоит аромат миндаля, вот от этого амаретто. Вообще, мне кажется, что вот этот ликер амаретто, это, знаете, такой ностальгический отсыл в 90-е, когда, помните, везде такие палатки стали стоять, и в этих палатках, ну, во всяком случае, в Москве у нас везде стояли эти палатки, и в палатках продавался вот этот ликер, и еще был такой, помните, голубой курасау, такая экзотика, а, еще Бейлис такие, и все такие пробовали, там винку, этот ликер был. Ну, вот такие у меня воспоминания. И теперь взбиваем белки. Значит, в белки я не добавляла ничего, ни соль, ни сахар, ни лимонную кислоту, ничего. Вот я их взбила, это 2 белка, вот видите, до такого состояния, вот когда они вот так вот стоят. И теперь я выкладываю белки к нашим желткам с маскарпоне. Все это перемешиваю. Я вам буду давать ингредиенты вот на эту одну порцию. Сейчас мы будем выкладывать все это в миску, и я вам напишу, какой у меня размер миски, чтобы вы могли прикинуть и ну, при желании взять, например, порцию в 2 раза больше. Теперь мы вот это все аккуратненько перемешиваем, и у нас получается вот готовый крем. Вот, смотрите, получился вот такой по консистенции крем. То есть он и не очень густой, да, и не очень жидкий. То есть вы, когда белки перемешиваете, там не обязательно прям вот как-то их так, чтобы вот они очень-очень аккуратно. Просто вот взяли и перемешали. Потому что если он у вас будет очень густой крем, он потом плохо пропитает. Вот такая консистенция, это вот правильная консистенция, видите? Дальше мы с вами берем стакан воды. У меня вода из скважины, мы ее пьем так, поэтому я ничего с ней не делаю. При желании можно взять кипяченую воду. Холодную я беру. Ну, можно теплую, это тоже, в принципе, не суть важно. И растворяю вот чайную ложку с горкой кофе. Это растворимый кофе. Опять же, если у вас есть возможность, там кофемашина, можете сварить натуральный кофе. Будет, конечно, еще лучше. Ну и, собственно, все практически у нас готово, можно сказать. Теперь мы с вами начинаем все это выкладывать. Это переливаем в удобную тарелочку. Берем форму. Можно делать вот в большой форме, как у меня. Можете делать даже в индивидуальных креманках, да, ну вот каждому, например, вот в такой форме выкладывать и прослаивать. Это кому как нравится, ну вот нам нравится в большой форме. Теперь берете печенье, окунаете его в это кофе, неважно какой стороной, это вообще не важно. Вот так вот раз, быстренько, вот так вот окунули. И вот сюда выкладывать. Там не передержите, потому что оно сразу, видите, становится мягким. То есть долго держать не нужно. Вот так. Вот. И вот так прям окунули и выкладываете. Это у вас будет нижний слой.
Вот один слой уложила. И теперь сверху вот так вот промазываю нашим кремом. Здесь тоже никакой-то особенной прям аккуратности соблюдать не нужно. Крем все пропитает, смешается с кофе, с какао, и все будет у вас потом нормально и ровно. Нужно просто, чтобы крем покрыл печенье. Вот так вот. И, соответственно, дальше делаем следующий слой. Следующий слой складываем поперек. То есть, если мы сейчас клали вот так, то теперь мы кладем наоборот. Вот. Ну, просто так будет лучше смотреться потом в разрезе. А можно в процессе напевать какую-нибудь песню. Ну, согласитесь, что это очень простой десерт. А какой он будет вкусный. Просто невероятно. Так, это, наверное, можно вот так тоже положить. Но я обычно покупаю сразу, когда вот маскарпоне вижу, 2-3 упаковки у меня лежат, вот как гости какие-нибудь приходят, сразу раз и сделал. И печенье это тоже, оно не портится, очень долго может храниться в холодильнике. Не очень удачную тарелочку взяла, но ничего страшного. Вот, поэтому тоже всегда под рукой вы раз и буквально вот сколько я, за 10 минут сделали, и утром будет готово. Да, мы не сейчас с вами будем это пробовать. Потом я досниму это утром. И второй слой кладем. Вот. Ну и далее уже в зависимости от вашей формы, да, от размера вот этого всего, можно делать еще один слой или не делать. Но поскольку у меня есть еще одна пачка в загашничке, то я сейчас еще один слой положу и прослою. У меня, видите, еще крем остался. Крема много получается. Форма у меня достаточно большая. Посчитала в одной такой штучке 12 печенюшек. Вот. И достала еще одну пачку. Это мы с вами вот сейчас вот это заканчиваем. Это мы 2 использовали, да? Надо все-таки мне в другую тарелку вылить. Вот так вот сделаем. Вот. И сейчас посмотрим, сколько уйдет на мою форму. Так, это я вот так. Знаете что? Хочется попробовать крем. Это нечто сливочно-божественное. Мне кажется, вообще на самом деле можно просто вот так вот печенье туда макать и сидеть есть. Уже вкусно. Но с кофе будет вообще божественно. Ну и все. Вот остатки крема выкладываем. Это еще не все, не отключайтесь. Мы же будем еще, во-первых, сейчас украшать какао, а во-вторых, будем пробовать потом и резать. Посмотрим, как у нас получится на разрезе все это дело. Но я вам обещаю, что после этого рецепта вы будете просто королевой десертов, даже если вы вообще не умеете ничего и не хотите уметь печь. Вот это, знаете, для... Ну, я могу, конечно, сказать, для ленивых. Нет, это не для ленивых, это для сообразительных хозяек. Как практически ничего не делая, да, получить очень вкусный десерт. Какао берите лучше золотой ярлык. Это самый хороший какао, будет вкус, то, что нужно. Значит, смотрите, опять же, некоторые вот на этом этапе какао не посыпают, а посыпают потом, когда уже все настоится, день пройдет, ну, утром, да, грубо говоря. Но я делаю 2 раза, и сейчас, и потом перед подачей на стол посыпаю свежим какао. Мне кажется, так получается и вкуснее, побольше там слой какао, ну и как-то и эффектнее. Ну и какао, конечно, должно быть хорошее. Ну, если нету золотого ярлыка, возьмите какой-нибудь Несквик. Вкусное должно быть какао, чтобы чувствовался вкус. Ну, вот смотрите, уже у нас получилось с вами шикарно, как в ресторане, я считаю. Вот. Сейчас вот эти слои, которые, вот видите, там видны, вот он начинает затекать внизу. Вот, все промокнет, пропитается. Ставлю в холодильник, закрываю пленкой или крышкой. У меня есть крышка. Ставлю в холодильник и утром покажу вам результат. У меня прошли сутки, ну так получилось. Вот сейчас вечер, как раз у нас сабантуй, гости. Вот, открываем и будем пробовать. Еле успела вам снять, потому что закрутилась с гостями, забыла. И
уже, в общем, короче, пришло время его есть. Значит, сейчас мы посыпем свежим. Видите, пропитался какао. Вот я подсыплю свеженького, чтобы симпатичнее смотрелось. Но зато получится, вы знаете, за счет того, что слой какао первый пропитался, он же тоже остался там в продукте и тоже дает вкус. Поэтому вот мне кажется, что лучше 2 раза посыпать, будет жирнее, шоколаднее. Вот. Ну что, режем. Ой, оно такое мягкое, все. У меня, правда, не очень удачная, честно скажу, лопаточка. Не для этого она немножко, но ничего страшного. Аккуратно просто не вытащу ей. Все равно смотрите, какая красота. Вот на срезе, видите, что все пропиталось и превратилось. Все эти печенья наши, видите, они по сути превратились в такой цельный бисквит. Крем впитался, пропитал эти бисквиты. Ну и теперь традиционно, конечно же, я должна для вас попробовать. Это место видео мне нравится больше всего, честно скажу. Честно скажу, это мне новое слово паразит. Простите меня. Ну что? Это что-то божественное. Обязательно. Обязательно приготовьте себе такой десерт. Более того, когда летом у нас с вами будет клубника, малина, мне кажется, если это еще прослоить свежей малиной, это будет вообще что-то невероятное. Короче, дорогие мои, это недорого, очень вкусно, выглядит шикарно, вы чувствуете себя мега-кондитером, и это невероятно, невероятно вкусно. Вот, так что, как обычно, готовим быстро, едим вкусно, встречаемся у меня на канале. С вами была Таша Муляр. Пока-пока, до новых встреч и приятного аппетита! Спасибо за просмотр. Приглашаю вас посмотреть другие интересные видео на моем канале. Рецепт сливочной шарлотки. Пирог из 3 стаканов. Тоже потрясающий яблочный пирог. Сочный и вкусный. И рецепт холодца. Вдруг пригодится. Всегда хочется погреться зимними вечерами.